Героем этого выпуска будет человек, про которого в Википедии написано: австралийский, ранее советский, армянский тяжелый атлет. Это серебряный призер Олимпийских игр 1980 года, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Юрик Саркисян. Мы снова дома. По традиции, раз в году. Красота. Саватанен. Приветствую. Снова здравствуйте. Приветствую, приветствую. Как дела? Нормально, как у вас? Нормально. Смотрю, форму поменяли на английскую. На английском, да? Ингланд. Сейчас мода такая, да, в Австралии пошла? Ну, я каждый день поменял форму, знаешь, там 53 формы разные. Да? Каждый раз поменял по-другому, каждый день по-другому. Ну что, как дела у вас? Нормально, все нормально. Все отлично. Отлично. С работы только, да? Да, только с работы, час назад. Да, приехал. Надо покачаться. Ну, надо немножко посмотрим, как. Дадим сегодня? Сегодня я уже видишь, штангетки уже туда поставлю. Где? Что болтаете? Ну, серьезно? Вот, смотришь, штангетки поставлю, чтобы это сам делать. Солидно. Сегодня приседания, да? Да, сегодня По традиции. По традиции, да. По традиции приседаем, посмотрим, что к чему. Смотрю, размеры растут с каждым годом. Да. С каждым годом растут. Видишь, как растут? Видишь, как растут там? Да. Красота. Очень растут. Это чья спина такая здоровая? Все Саркисян. Да ладно. 96-й год, да, после Олимпийских игр, Атланта. 59 выступал там. Красота. Да. Красотика какая. А? Красотика. Красотиха. Да. Сколько сегодня планируете присесть? Сегодня, дай Бог. Не знаю, планирую, посмотрим, как потрогаю штангу, скажу. Сейчас точно не могу сказать, знаешь. Ты когда приезжаешь, один раз делаю, год один раз. Так, это получается, вы на свежака поднимаете, что ли? Я вообще не тренируюсь. Да ладно. И серьезно говорю, вообще не тренируюсь. Как ты приехал тот раз, ради тебя я что-то делаю. Я стабильно раз в год приезжаю. Ну, стабильно, когда приедешь, если год два раза, значит 2 раза будем приседать. Так вы так форму наберете. На любое время я могу 50 приседать. Что там 50? Большое дело. Год назад сколько мы приседали? Ну, год назад 40-50. По 40 или 40 сделал. Сегодня на 50? 50, наверное, сегодня я потяну. Ну все. Может быть 52,5. Посмотрим как. Потянули присяду? Ну, посмотрим. А тяга, кстати, тяга тоже в форме еще или нет? Тяга вообще ничего не делаю. Я только, если приезжаешь, штангу приседания делаю. Если не приезжаешь, вообще ничего не делаю. Абсолютно. И не хочется? Не то, что не хочется. Уставший после работы приезжаешь, уже там ребятам надо смотреть. Они же тренируются. И внимание в это атлеты. Вот ты приехал сегодня, внимание тоже будет, но не так часто сильно. Но я буду с тобой сегодня работать. На технику смотреть? Ну, технику посмотрим, как ты там отработал. За год, да? Отец тебя научил или нет? Отец научил или нет тебе? Когда вы с ним последний раз общались? Последний раз я его видел у меня дома. Здесь. Да ладно. Я серьезно говорю, последний раз я его видел дома. Потом 2 раза я приехал в Москву, он куда-то уехал, далеко от Москвы, под Москвой где-то, я не видел его. И вот... А на соревнованиях не видите, что ли? Соревнования я вообще не видел. Последний раз, говорю, у меня дома видели. Ничего себе. В Катаре, я помню, он был с тобой. Ага. Так это 5-й год. Да. Созванивались когда последний раз? Ну, когда ты был здесь, еще один раз я звонил с ним, разговаривал. Это было, по-моему, месяцев 7 или 8 назад. Надо сегодня звякнуть будет? Обязательно. У них сейчас утро. Ну, вернемся, с тренировки вернемся, позвоним. Да, с тренировки придем, когда посидим. У вас дома вайбер есть, да? У нас в России вайбер? Да. Да можно ему в WhatsApp позвонить. Вот или в WhatsApp, чтобы вы видели,
что он там сидит дома, что там делает. Да, вот так вот. В Австралии получается армянский практиковать или уже нет? Да знаешь, армянский здесь, ну как дома, мы все по-армянски говорим. По-армянски, да? Да, все дома по-армянски. Когда не дома, когда армяне, опять по-армянски говорим. Когда идем на работу, по-английски говорим. Когда русский, по-русски говорим. Ну, Называется полиглот. полиглот, да. Просто, опа-на. Что, как на рабочей, нормально все? Да, сейчас, знаешь, вот буквально 10-15 дней, как я приехал из Армении, до этого каждый день было очень сильный, каждый день ветер и дождь. И знаешь, дома строим, мы немножко уже месяц-два уже позади, понимаешь? Надо было сейчас заканчивать, а мы не можем. Вот Опаздываете, сейчас, да? Опаздываем, да. А сейчас уже немножко по-быстрому, даже в субботу, в воскресенье тоже работаем, чтобы успеть, потому что контракт заканчивается. Ну вот поэтому сейчас каждый день... Строительный бизнес в Австралии хорошо идет, да? Ну нормально уже, 12 лет уже я в этом бизнесе. Ну это хорошие деньги, нормально. Много работы. Самое главное, это чтобы это качественно, знаешь? Качественно. Да. А дома какого уровня строите? В смысле, как Уровня какого? Так, эконом, средний, элитные дома? Есть которые апартаменты, которые здесь большой 2-3-этажный. Ага. Есть которые, допустим, одна такой, знаешь, с огородом хорошим, 2-этажный тоже, как у меня дома. Есть маленькие, которые тоже сами одинаковые все там. Ну, разные. Ну, большинство Unity делают. Это что такое? Это трехкомнатный, небольшой огород, 2-этажный, такой где-то около 20 сквер метров. Вообще дорогая жизнь в Австралии? Жизнь недорогая, если на работу найдешь, жизнь недорогая. Ну вот вы сейчас в Армению приехали с австралийскими бабками. Ну, Вы почувствовали себя королем там? Ну, я постоянно там королем чувствую себя. Просто здесь тоже чувствую королем. Просто иногда король уезжает и приезжает. Уже немножко ветер тоже поменяется. Так что здесь нормально, знаешь, если работа есть, то нормально живут. Просто я в Армении раньше много ездил, сейчас уже по 2 раза в год езжаю. Потому что сейчас жена не работает, один я работаю, и там 3-4 дома я оплачиваю все это. Как в Армении сейчас вообще жизнь? Да, я сейчас был, после экономии немножко плохо стало. После чего? После вот этой санкции, которые Россия есть санкции, ну вот немножко плохо стало, немножко рубль, самый доллар поднялся, понимаешь? Ну, в этом году тоже урожай тоже хороший, но не знаю как там. Я же всего 10 дней был насчет бизнеса и быстро прилетел обратно. С друзьями-штангистами не встречались там? Ну, я был у меня в школе, со мной был китаец, и он сейчас спонсировал мою школу, чтобы 70 и 80 штук, чтобы спортивные костюмы заказали, чтобы отправить туда. Ну, в школе был тоже, да, в школе, когда был я 10 дней назад, у меня в школе, там 50 килограмм, мне этот китайский друг мне просил, чтобы я обязательно поднял. Я 50 килограмм поднял один раз. Каким стилем? Ну так взял на грудь и нормально так выдохнулся, понимаешь, и так с грудью как попахнуло. Ну, как из пушки? Да, очень легко было. В школе был, дома друзей видел, все хорошо было. Вообще вот когда... Вы здесь уже 21 год живете, да? 21 год, да. Вот был такой момент, что прям вот тоска по родине, прям вот хотелось... Знаешь, тоска постоянно тоска, это не можешь по-другому. Но первые 3-4 года у меня вообще была тоска, я хотел постоянно туда, здесь не мог остаться. Просто когда работа уже была, я постоянно думал, что один день уезжаю в Армению, или, допустим, в следующем году все, уезжаю обратно. Но это из-за чего? Из-за того, что здесь что-то не получалось, или было очень тяжело, или Нет, что? просто здесь не то, что не получился, а здесь получился. Просто здесь тогда не мог найти работу, наверное. У меня дома не было, ничего не было у меня.
потихоньку, когда мы начали бизнес туда-сюда, потом покупали первый дом, вот который здесь есть, потом второй, потом третий, потом еще один, и вот так по цепочку пошел, уже как-то не то, что не хочешь поехать жить в Армении, уже привыкли на эту жизнь. Немножко не то, что мы поменялись, мы не поменялись, то же самое, что раньше были. Просто здесь у детей есть бизнес, это европейские машины ремонтируют. Мы потом поедем туда завтра, Ага. я тебе покажу, это там Феррари, Мирали, все всякие вот эти машины. У них этот бизнес, у меня строительный, там, в общем, вот так, знаешь. Вот когда из Армении вы уезжали, что в Армении было у вас? В смысле, Ну, чем занимались в Армении? ну, Только спортом? нет, почему? Или чем-то уже тоже? У меня был ресторан там. А, ресторан, да? Ресторан был, Олимпия. Так Да, назывался? Да, Олимпия назывался. Это был 91 год. Ага. Я построил 540 мест на моем деревне. Очень хороший ресторан, очень популярный был, потому что даже из Грузии приехали. Я помню, заказывали. Семейный такой ресторан был. Ну, то есть все хорошо было? Да, отлично был. А да. что смотались в Австралию? Ну, понимаешь, я там немножко обиделся насчет президента Олимпийского комитета и министра спорта. Это тоже самый человек был. А он же до сих пор там или нет? Нет, это давно уже. Значит, я спорт бросил, они мне сказали, что давай приезжай обратно, мы первый раз будешь выступать за армянский флаг. Ага. Этот чемпионат мира был 93 год в Австралийский. Мельбурне. Да. И вот года два я не тренировался, и вот бросил ресторан, в общем, продал ресторан, сидел в Подольске, они сказали, ты своими деньгами готовься, а мы потом будем отдать обратно. То есть продали ресторан, чтобы готовиться? Да, ресторан продал, Охренеть. 6-7 месяцев сидел в Подольске с семьей. За свой счет, да? На свой счет, да. И вот когда уже нормально было, уже 180 толкал, 140 рвал, это уже мировые рекорды тогда были. Так. И вот мне говорили, что когда уже армянский сбор тоже приехал туда, мы начали туда-сюда, и когда уже перед отъездом сказали, что я сказал, давайте мои деньги. Они говорят, знаете, что деньги сейчас у нас нету после чемпионата мира, мы тебе заплатим. Потом через 5-6 дней, и смотрю, они команду выбирают, и мне говорят, единственный медаль, который я должен привезти в сборную Армению, они мне говорят, для тебя деньги комитет не определил, а 6-7 место есть деньги, для меня деньги нету. Потом я поехал в Москву, Мамиашвили помогал мне, я хотел жену кольцо продать. И вот взял жену кольцо, зашел в следующую комнату, там Мамиашвили жил. Мамиашвили просил, говорю... Он тогда еще спортсменом был, да? Он был старшим тренером, по-моему. Старшим тренером, да? Да, говорю, Миш, пожалуйста, можешь помогать? Возьми вот этот бриллиантовое кольцо. Мне надо попасть на этот чартерный рейс. Ага. Потому что если не попаду на этот чартерный рейс, я не могу выступать, не успею просто выступать в Мельбурне. Да. Это должен два дня назад улететь, этот чартерный рейс. Взял он? Он взял кольцо, это было 11 часов вечера. Я уже столько готовился, не хотел, чтобы зря прошел, понимаешь? Бог с ними, этими деньгами. В общем, он взял 12:30, всего как сегодня помню, такой, у него был джип Cherokee. Cherokee? Да, джип Cherokee был черного цвета, и еще один машина сзади. Очень сильный такой, знаешь, большими вот такими, сам снег пошел. 11:30. Помню, еще шиповые колеса были у него. И мы поехали в Москву. Знаешь, Андрей Козырева резиденция была. Это было там Серж Джилавян там жил. Это тоже большой бизнесмен. И вот мы поехали туда, он его разбудил, сказал, что вот товарищ Саркисян здесь, он хочет чемпионат мира, он хочет продать свою жену кольцо, у него денег нету, его обманули туда-сюда. Он открыл сейф, сказал, сколько хочешь, забери оттуда. Я сказал, ничего не хочу, только хочу попасть на этот самолет, и мне дайте $1000, чтобы 3 дня остался в гостинице, покушал и приехал обратно. И я обещал медаль. Ага. И вот они мне как-то, в общем, посадили на этот самолет. Я прилетел в Мельбурн. Здесь я
стал вторым, у меня спина болела. 175 столкал. Второй в сумме стали? Да, в сумме второй, а третий поход отказался подойти, 180 на выигрыш. Ага. Сулейманов толкал 177, у меня диск улетел в спину, и третий поход отказался. Очень сильно был. Потом взял этот медаль, поехал обратно, отдал Серджи Лавьяну. Серджи Лавьян не взял этот медаль. Почему? Он сказал, останься в Москве, я тебе дом дам, бизнес дам, все отдам тебе, и ты будешь остаться в Москве. Я сказал, нет, я уезжаю в Австралию, все. И уже А почему в Австралию? просто тогда Сэм Гоффа приглашал меня. Сэм Гоффа, да? И Пол Гоффа сказал, что приезжай сюда. И здесь у меня друзья были уже. Я месяц остался. Но они вас приглашали Да. как спортсмена Да, или как друга? Не, как спортсмена. Как спортсмена, да? Мне дали официальную бумагу приглашения от спорткомитета. Так. И я через дней 3-4 получил визу с семьей. И прилетел сюда. Ну ясно. И понеслась. И понеслась. Да. Вот так вот до сих пор. 21 год. Вообще, знаешь что, это тоже хорошо, и что я здесь. Ты приезжаешь, я тебя встречаю. Согласен. Вместе сидим. Если меня здесь не было, Я сидел бы в отеле, Ты ё-моё. сидел в отеле. Это тоже хорошо. Конечно. Это надо сказать спасибо всем, что они мне вот такую самую обстановку определили. Ну вообще Австралия нравится? Австралия нравится, да, спокойная, такой, знаешь, спокойная страна, никаких таких дерганий нету здесь, понимаешь, шума нету. Ну, знаешь, там это отличается от Европы, от других стран. Очень, ну ты сколько раз уже был в Австралии, ты видишь, что, как это. Ну, я как бы, понятно, страна Немножко красивая, да, чистая. Я красивая, имею в виду чистая, менталитет, потому да, что ну, важно там немножко людское. скучновато здесь. Ты целый день работаешь, идешь домой, спишь, следующий день опять работаешь. Я понимаю, что это без работы тоже нельзя. Сидеть дома, что будешь делать? Я не могу сидеть дома. Вот иду на работу, потом утром 7 часов, потом приезжаю 4 часа, душ принимаю, поменяюсь одежду и уезжаю на Готон на тренировку, которую сейчас мне поедет. Там как отдушно, да? Да, ну там иду в зал, там в зале там 2-3 часа еще тренировку с моими атлетами. Потом в 8 приезжаю домой, кушаю, сплю, следующий опять. Или кто-нибудь приезжает тогда, вот в субботу, воскресенье, так вечерком шашлыки сделаем, сидим по-армянски. Ну, с австралийцами общаетесь вот лично вот с австралийцами? Или все-таки вот как Имеешь в виду- кучкуетесь со своими больше? Знаешь что, как имеешь в виду, как австралийскими? Ну, местные австралийцы, так сказать, Есть у англичане. меня, допустим, близкие друзья есть, но мы только видимся на работе, так не уходим. Просто мне кажется, что вот австралийцы, они такие немножко, как это же англичане те же самые, они Ну, немножко они, знаешь, они... закрытые. Да, закрытые. Они не любят, когда много такой туда-сюда идут к ним домой, они приезжают домой. Понимаешь, это надо их звать, сказать, что я приезжаю, можно приехать с тебе вечером в 7 часов кофе выпить. 7-15. Да, 7-15 можно, через 27 дней. А у меня дома открыто, в любой момент, когда они звонят, мне говорят, можно прийти на кофе, я говорю, кофе возьми с собой, вода у нас есть. Армянский вариант, что ли? Ну, как кофе, у меня кофе вообще не даем никому. Это только кофе. Дороже пьют. золота. Не, просто кофе пьют, когда нормально покушаем, закончим, тогда кофе. Ну, кофе знаешь, когда кофе даешь, как скажешь, иди отсюда вообще. Ну да. Сколько у вас литров коньяка дома? На скидку. Не знаю точно, но где-то, наверное... Ванну наберем? Ванну наберем точно. Где-то 50-60 литров за Серьезно? Да. Ну, это весь армянский? Если я скажу азербайджанский, ты поверишь, да? Конечно, армянский. Ну, сейчас вот были в Армении, ничего не привозили с собой, нет? Обязательно. Да? Да. Контрабандой? Не, А как вы все возите? Я не пойму, у вас то, все откуда-то. Я то привез с России, я то с Армении привез. Я когда сюда летел, меня так шмонали. Как вы везете все? Слушай, они уже привыкли меня. Они знают, что я, если принесу что-то, это значит коньяк. Значит, На таможне, что ли? Ну, таможня. У меня тоже постарше шмаляют, когда приезжаю. Говорю, этот раз, говорю, почему у меня... Здесь же карантин. Да. Говорят, этот раз почему? 2 литра 250 грамм каждому. Ага. Я говорю, почему этот раз вы меня не проверяете? Они говорят, а что-то у тебя есть? Я говорю, постоянно приезжал, вы проверяете. Этот раз не проверяли. Он говорит, давай будем проверять сейчас. И начали проверять. Ну, у меня ничего такого нету, только коньяк.
привезу и все. Так, это сам не знаешь, престижный. Престижный. Да. Ну, коньяк постоянно привезу, потому что когда, ну, иногда дома люди приезжают, дорогие гости, как ты, иногда открываем, пьем, понимаешь, иногда нет. Вообще, знаешь, если никого нет дома, я вообще почти не пью. So you're still in hospital? Дима, смотри, Oh, я уже that's no good. первый раз одеваю мой шуз, правда, после Hopefully that's okay. 2006 года. Что вот это вот здесь делает? Вот когда будем сегодня делать, мы будем это сами открывать и yeah, выпить. Это же тренировочный зал. Ну, это не для этого самого. Это когда у нас соревнования на там этот boardroom, Tony. пиво, вино, там после соревнований people classes, ну так. Просто enjoy делать, понимаешь? Чуть-чуть, немного. Just чуть-чуть, да, включен. Окей. Рассказывайте, что здесь за Ну зал? вот, видишь, это мой зал здесь. Товарищ Саркисян здесь постоянно вот, открываю зал, пожалуйста, проходите. Это зал, который мы поставили вместе тренируемся. Я и ты. И вот, Плинтиками, смотрю, разжились вы. а? Плинтиками Ну разжились. да, да, там Год тоже. назад не Это было. блокада, знаешь? А? Блокада. Это блокаду делаем. Будем здесь будем. Ну, я по традиции здесь, а вы Да, где? да, мы здесь, я вот здесь стою. No, no, I say what you do there. I have, you know, Yeah, I know taekwondo, that. like You this fix that or thing. not? Not really, Why? because the government don't want. Still, but you do deal, I say, when you finish it, say, can you do today? That's not heavy. But he doesn't know I am very aged person, you know, only 54 years old. You're training, and we don't tell to anyone. That's what. That's the secret. Exactly. That's why today he killed me. Don't Nico, trust. I talked to him evening. Today we talked to him my house evening. Хорош болтать. Разминайтесь давайте. А мы начинаем разменяться. Один за всех и все за мной. Давайте. О, сколько будем сегодня? Я чувствую. Сколько? 150 обещали же. За базар-то отвечать надо. О, щит. 152. Я сделаю сегодня. 152 сегодня точно сделаем. 52, да? 52, потому что в прошлый раз мы сделали 150. Серьезно? Сейчас 55 надо. 50, нет, 52 с половиной. Еще Нику здесь, Маспидан. Okay, I want to see that. Посмотрим. Если вы сейчас планируете, не занимаясь 150 присесть, сколько же вы приседали в лучшей форме? 250. У меня Да есть ладно. запись, я тебе покажу. 250. Я тебе покажу сегодня запись. 250? 250. Это в какой категории? 64 килограмм. Не может такого быть. 60, выступал на 62 Сиднейские Олимпиады, before. 41 лет именно тогда. Короче, вернемся домой пока что, да? Да, А на груди сколько? 210. А толчок лучше сколько? Состок сделал 200 килограмм, ну 185 с 90 делал. 185 классика, да? Тяга большая была, не? Да, ну там тяга была 190 максимум. Ну, это маленькая тяга. Да. Я много тяги не делал. Да? Но 190 на грудь брал спринтов. Ну, ясно. 250. Покажу его. Ну, давайте 110. 110? Сегодня только 110. Да, 110. Be okay. And раз 110, 250, я вот так делаю. Посмотрим. When you step back, Too early.
Ноги хорошие. Nico, you're killing me, brother. Ну что, 130 следующий? Now, one more do this. Еще один раз. Еще разочек. Разочек. Вот профессионализм. Не куражись, не куражись. Расслабленный такой, спокойно, знаешь. Подходишь там, берешь руки вот так и вот спокойно чувствуешь себя, сколько можно сделать. Вот посоветуйте людям, сколько надо разминаться, как надо разминаться. Разминаться и вообще вот этот, который там они ножки, как вот как она разминается. Вот эти вещи я не люблю. И Софья как разминается. Я не люблю так. Что надо делать? Одеваться штангирки, прийти сюда, Так. взять бар, 2 раза с баром, потом сразу 70 килограмм. Подождите, вас дети смотрят и новички. Если они будут так делать, они не Юрик Саркисян, они поломаются все. Если они будут час-полтора разминаться, там, смотреть, значит, они никогда штангистом не будут. Штангист должен быть всегда готов. Поддерживал штангу, уже он должен подняться, все. Там никаких вещей не надо. То есть разминка не важна? Если ты здесь сильный, значит не надо разминка. Разминку можно 2-3 раза 50 килограмм, 60, все, закончить. Как я сейчас. Сделать 90, 110, сейчас еще подойду я 110, один раз. И потом 130. Как будто ничего там, знаешь? Мама мия! Опа! Талант. Сейчас 130. I show you that 250 bed squat. It's here. 250. Who did 250? Mr. Sarkisian. 250? One is strongest. Я тоже ему сказал 250, как это? On your dream, maybe. Yeah, dream. Exactly dream. One second, I show you that dream. Ну где 150? Ой, 250. One sec. 250, я себе покажу. Еще ногу чешу там. Серьезно, сейчас. Да. Сейчас, брат, сейчас. Да нет в этом телефоне. Here. Вот. Нога. Опа. There's no 250 on the Машин. Где там 250, там одни пятнашки висят. Ну, 15, а 25 пятерки? 25. Она много говорит, потому что поднимает. Никто не говорит и ничего не поднимает. Пацаны на Кирилл! На 10. Нет. Сороковочка. I need bets. А? Как самочувствие? Нормально, просто чувствую, знаешь, вообще я не тренируюсь. Чувствую, когда сижу, так спина как будто вот так дергается, знаешь, Потряхивает. Упора нету. И сегодня видел у меня спину дома фото. Если бы это меня были, я бы сейчас 200 запросто. Но я сейчас хочу на всякий случай этот самый бец поставить. Вот это академический спирт я принес из России. Сейчас перед подходом я хочу, понимаешь? Ай. Нормально? Ты каждый раз приезжаешь, убиваешь меня, уходишь. Каждый раз. Зачем мне это, я не понимаю, зачем? Go! На раз. Полтинничек? А, 52. Или через 50? 50. No, I must be do this, must be do this. Давай.
Ну? Ну? Да ладно. Да ладно. Last one, finish. Серьезно? Yeah, but you should help me. Окей. 160, охренеть. Последний и заканчиваем. Чупу! Давид! Сам встал, охренеть. Красавец, 160, охренеть. Так вот, Вот так вот. Take it your belts. Another 50 years I still do it. Что, в следующем году 170? Еще есть. Видишь, какие-то массы. Ну как? Круто, круто, 160, охренеть. Сами себя превзошли. Every year when you come in, I prove 10 kilo. So next year 170. 170. Next year 170 в следующем году. Надо, надо. Надо. А? Я вас сейчас только в вашем зале не поднимал. Почему? На нашем зале это Я в вашем зале всегда мало поднимал. Мало поднимаешь? Здесь вы самый сильный. Да, ты в пятницу будешь побольше подняться. Постараемся. Last one, yeah? Come on. Yeah. Don't do this. Just go like that. Just go. You do that, see? Must be. Слайд. Да. Слайд же лучше. Конечно. Конечно. А то 160 людей приседают. Вообще, ох, не говорят, понимаешь? Еще 50 лет, когда у меня будет 101, запросто 50 я зарежу. Go. Let's go. Okay. Алло, Tane, մենք դուրս ենք գալի, մի выходим уже. окей. Окей, listen, твой петрол здесь, когда горит зеленый, заканчивается еще один бак, второй бак есть или нет? Че, второй
есть зеленый алтенник второй батный. Окей, Раф. Окей, бай-бай. Здесь что, второй бак есть? Слушай, я тебе кое-что скажу. Ты помнишь в прошлый раз, когда я тебе отвез в гостиницу, Ну, я сказал, что у нас петроля нет, Ну. надо заправить где-то, сейчас закончится. Но сейчас у меня еще есть, еще не будет. Это будет отвезти домой, но сейчас здесь заправим. так вы что тогда встали, что ли? Не будем вставать, сейчас заправим. Не, вы тогда встали? Нет, мы не стали, мы еле-еле доехали до петростейшн. Еле-еле. Что, сейчас планы какие у нас? Сейчас идем ко мне домой. Это самый, ты душ принимал здесь? Нет. Нет, сделаешь душ у меня дома, душ закончишь, потом моя жена сейчас готовит там туда-сюда, Ага. потом поставим это самое бутылку холодного водку из морозильника. Фу, гадость какая. Я водку не пью. Да, тогда пьем это самый, виски будем пить. Коньяк может быть, посмотрим. Коньяк зажали, что ли? Ну посмотрим, как там. Вы сказали, у вас Да. 60 или 50 литров У меня коньяка, ё-моё, 63 литра. Если нужно... Я не буду Юрий Саркисян, если я тебе сейчас не открою. 72-й год, Да, не надо. коммунистический тайм, вот этот, который был, армянский коньяк, когда коммунисты, во время коммунистов сделали. 72-й год. Ты такой бутылки нигде не видел больше. Это только тогда было. Вы эту бутылку постоянно обновляете, что ли? Это даже фабрично, когда закрыли эту бутылку. Это, помнишь, с этим было раньше? Не пластмассовая, а этот, как Я называется? понял, да. Понял, да, это? Да, Вот да. это сейчас будем пить. Да. Ужас, блин. Ужас, какие-то... Завтра у нас что, выходной день? Нет, завтра не выходной. Ну, я имею в виду от тренировок. На тренировке, да. Завтра отдыхаем, послезавтра прием. Слушай, 160. Ну, вот сегодня, Сейчас молодец сегодня, даже. короче, 160 отмечать будем, да? Ах, да, запросто. Молодец, это не могут сделать. Ты что? Вот сейчас Дубова, вот сейчас, если ты возьмешь Оксен Мирзиона, если он 160 делает, он не Оксан может. Мирзаян на категорию ниже у вас. Но все равно он не может сделать. А Юрий Кварданян? Юрий Гвардан тоже, я так думаю. Вообще, я думаю, что никто, даже твой отец не может сейчас сделать. Да, здоровье у вас. Ого, тю-тю-тю. Мешок там, мара, с картошки. Здоровье. Что-то клюете сейчас, нет? Ну, клюется, конечно. приготовиться. А что подклевываете-то, ё? Но вы должны это выпить, когда утром. С горячей водой. Это зелень. Видишь, зелень. Это, слушай, эти вообще, эти водители что думают? Не знают, что Юрий Саркисян тут. Ну давай, ты тоже иди, ты тоже иди. Вот идите, все идите. Освободите дорогу. Арады, давайте еще. Вы когда сюда приехали, тяжело было перестраиваться на праворукую Да, машину? вообще для меня налево, направо. Праворульную машину? Абсолютно. Пофигу, да? Абсолютно, да. Право, налево, направо. Я сейчас чувствую себя как налево. Что это имеется в виду? Это или там, или здесь. Вообще разницы нету. Это ты сидишь wrong way. Вот так вот. Вот мы отсюда не можем зайти. Почему? Вообще можем зайти, даже наоборот. Там очередь, что ли. И, видишь, нарушение сделали. Wrong way? Wrong way, да, мы пошли. А где мы на бак? На левом стороне. Вообще-то она пойдет сейчас. У вас до этого какая машина была? До этого Range Rover. Какой? Это Волга. Волга. Волга, не Волга. Волк, я знаю, Волк. Да. А, как там этот самый? Вот, Красиво живете? Ну так нормально. Один Мерседес в гараже, этот, А, да? тот. Еще один в другом гараже. То есть нормально. Да, там есть. Ара, давай, езжай. Это тоже сюда. Вот сюда, вот, братан. Вот сюда, братан. Сейчас. Дядя Юра вот так делает, братан. И вещь еще говорите, да, братан, вот в Москве, таких жаргонов. Ну, я не говорю. Не говоришь, только Но армяне. вообще говорят, да. Только армяне говорят. Ну, я в Таганроге долго жил, там братик говорят. Братик, а в Армении говорят братан. Братан, да? Братан, это кавказский, там братан говорят. Подожди, друг. Сейчас, брат. Дядя Юра возьмет этот.
because anyway, see who is coming. If anybody coming, take a video. If not, that's up to you. I say if anybody like it come. If not, that's no problem. Okay, but you must be there. Okay, bye bye. I see you Friday. Bye bye. Как вы английский долго учили? Вообще, честно говоря, нет. Я учился английский, когда я работал. Где? Вот когда работал. Практика здесь, вы имеете в виду? Да, практику я учился. Я читаю, но не могу писать. В школу пошел там месяц-полтора, уже невозможно было пойти в школу, потому что я должен работать, кормить семью. После этой тренировки тяжелой, которую 160 мы приседали, сейчас будем это сами делать, отметить, расслабить мышцы. По стариночке, как положено, да? Как положено, да. Как положено, сейчас будет, сейчас Нику откроет. Сегодня 160 приседаний, надо коньяк сейчас. Чтобы не стебили. Смотрите, вот мы за здоровый образ жизни или нет? Смотрите, вы рассказывали сегодня, что не надо разминаться. Вы рассказываете, что надо после этого выпивать. Да. Люди же смотрят. Да, вот смотри, после приседания руки, что пальцы как давно я не держал штангу, красный, поэтому не могу открывать. Надо На штанге? Да. Надо Нику открывать, Нику хорошо открывает. Вот отсюда, видишь, там гора Арарат там наверху. Вот отсюда открывай. Не хороший, он старый. Испорченный. Дай стакан, дай нам. Это давным-давно, это во время Брежнева, это, наверное, еще был. Да? Да, во время Брежнева. Во время Брежнева это... Не, ну за 160 можно открыть. 160, да, можно отметить. Видишь, с этим старым пробками. Но мне кажется, сейчас бы это не про канал было. Да, сейчас это сказали, вообще... подделка, левак, стопроцентный. Смотри сюда, это вообще... А ты знаешь старый коньяк как... Да откуда я знаю? Надо чуть-чуть погреть сейчас. А, да? Да, потому что она осталась в бутылке, и чтобы этот... Ну-ка. Она как масло. Смотри, как масло. Как масло. Ты что, сейчас немножко согрели? 64 раз. Сейчас немножко согреем. Кстати, сейчас она лопнет и все. Да не лопнет, подожди, сейчас согреем немножко, чтобы этот самый химия вышла оттуда, чтобы остался чистый вот этот натуральный коньяк. Хватит, What сейчас you doing is too much. А как представить 170, вся химия выйдет? Да, лопнет. да не лопнет, подожди. Как вам председать потом 170-то? Сейчас мы можем это выпить почти 170. Да ладно. Да, серьезно. Что вы смотрите? Масло, Расскажите. Масло, смотри. Видишь, как течет масло. Ножки. Как мед, помнишь? Да. Как мед. То есть это так должно быть, да? Ну, конечно, давай. С приехалом тебе. Наши- Сейчас твоему отцу позвоним мы. Скажем, чтобы ты приехал нормально. Что ты в хороших руках. Слушай, ты, да, в хороших руках. Мне специально Влад прилетел из Румынии, чтобы тебе как охранники работали, знаешь? Ну да, с вами В общем- надо глаз да глаза. В общем, ребята, с приехалом. Спасибо большое. С приехалом. Красотыха какая. Мед? Он, кстати, на коньяк не похож. Как мед. Она знает, что вот сейчас коньяки есть, которые пьешь, нету этого аромата, знаешь? Сейчас, Вы тоже не особо избалованы, да, коньяками Я здесь? вообще-то не пью. Очень. Он хвастался, что здесь 60 литров в этом доме коньяка, правда? Нету. Ты чувствуешь, что там спирта Ничего нет. Просто вот этот аромат пошел. Сейчас английскую форму снимаем. Мышцы показать. Он сейчас очень рвали. Плиз. Одеваем армянский, олимпийскую куртку. Потому что армянский сами пьют. Для тех, кто не узнал человека в синей рубашке пола, я представлю его. Это трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр, двукратный призер Олимпийских игр. Никулад, это для тех, кто
в штанге не разбирается или Или вообще подзабыл. не знает, да. Подзабыл. Это Или не знает вообще. серьезная компания. Давай еще за Нику Влад, что с приехалом тоже. Как раз мы договорились, что ты приехала, мы чтобы вместе видели. Приехал. Приехала. 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 Это как джок, знаешь? Джоук. Джок. Шутка, шутка. Шутка, да, как с приехала. Почему вы поменяли английскую экипировку на Я армянскую? каждый час менял, брат. Почему? Потому что у меня 53 формы. 53 формы у меня. А, Я да? могу тебя отправить сейчас этот, который... ну, А я может мы тебе сделаем парад? Парад это мод? Можно. Сейчас попозже вы чуть-чуть это Одеваемся. разомнетесь и парад сделаете. Я Да? одеваемся. Это знаешь, сколько время будет? Топ-модель. Давай. Далее. Приехал, Махпресс. Очень рад. Сейчас моя жена готовит специальный армянский став. Алло. Товарищ генерал, как дела? Конечно, нет, Оксен Мирзоян. Если скажу, ты поверишь? Как дела, брат? Как откуда? Из дома. Я, Дима, Нику Влад, сидим, кушаем, пьем армянский коньяк 72 года. Да. Конечно. Слушай, у тебя там ничего нету? Скайпа, вайбар, что-нибудь? Ладно, хорошо. Я включил микрофон. Нику здесь тоже. Поговори. Нику здесь. Нику, Влад, здесь. Скажи. Здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Плохо. Все хорошо, погода отличная, здоровье в порядке, помогаем сыну. Вот, рад за вас, что вы там собрались. А сколько... Компания у вас интересная. А сколько он присядет сейчас? А сколько ты приседаешь? Раз сегодня Дима мне... Юра, в таких случаях говорят, отжимается от унитаза 5 по 5. Слушай, это сами. Сегодня Дима мне говорит, давай будешь на максимум. В прошлом году он приехал, я стрелял 150, сегодня 160. Присел. Я куражился, там, знаешь, сейчас сидим, кушаем, ноги дрожат. Присел, Присел, 160. да, присел. Сейчас он поставит на этот муви. Я вообще не тренируюсь, вообще абсолютно ничего не делаю. Как Дима приезжает, я только сделал один раз пристали. И без разминки тоже. Видишь? Да. Спит, наверное. Нет, не спит. Работает. Илья! Ключи видео. Видео ключи. Видишь, кто это? Здорово, Илюха. Илюха, ты как мафия сейчас, брат. Нику я. Здравствуйте. Как дела? Смотри, моя сестра, видишь, моя сестра. Здравствуйте. Моя сестра, да. А это я. Как дела, брат? Ты где вообще сейчас? В машине. Я в Астане нахожусь, в Астане. В Астане, да? Осталось, ага. Наливай, да? Да, был на встрече, сейчас еду, попил кофе и Ой, еду водку. переодеваться и на тренировку. Да, тебе надо тренироваться. Очки можешь снять? Конечно, могу. Давай, снимай. Мы пьем за тебя. Мы пьем с 72 года. 72 год коньяк пьем, видишь? Ой-ой-ой, хорошо. 72 год, честь моих братьев. Он не хороший, очень старый. Не хороший, но очень старый. За тебя, брат. Спасибо большое, Давай, очень приятно. давай за тебя. Здоровый. Ты в Америке будешь, да? В Америке будешь? Навряд ли буду. У меня подготовка будет как раз самый разгар, А? поэтому боюсь, не буду присутствовать. Хорошо, тогда мы будем присутствовать. Он уступает, Тебе. да? Не, он не будет В спать. Казахстане мы будем присутствовать. Конечно. Да, всегда рад вас
Давай, брат. Жену привет. Да, жену привет, дочку обними от нас. За тебя. Вот это Кубок Союза в Ташкенте. У нас здесь 15,5 лет. 15,5? Да. Чемпион Кубка Союза. 142,5. Толкаю. 56 килограмм. Нет, извиняюсь, 52. 52. Да. Здесь есть. Другой соревнование есть. Յուրի Սարգսյան անունը խորհրդանշում է ուժեղ ու հաղթող մարդու կերպար։ Կարծում եմ այդպես չափազանցություն չկա, դա մեծ սպորտի նվիրալի, բոլոր ժամանակների լավագույն ճամփորդներից մեկն է։ And Yuriy Sarkisian, the Aussies resemble a roll call at the United Nations. Not touch. No ridicule either. Spot the Aussie jokes are not appreciated in this team. A team that could answer its critic. The motivator, Laurie Lawrence, was just looking. These boys don't need any more pumping up. Especially Sarkisian. As an 18-year-old Armenian, he won silver in Moscow. As a 35-year-old Australian, he wants gold in Atlanta. I see gold, I see silver, but I think maybe any medals, you know, I'm very happy. Happy because his former homeland has given him clearance to wear the green and gold in Atlanta. Australia, I believe, is headed for its best ever Olympics in weightlifting. Obviously, Stefan Botev is the man to beat on the night they decide the strongest man on earth. But also, Sarkisian and Kunev have great chances of minor medals. This could be Australia's year at the weightlifting venue. In May in Melbourne, where he set Australian records in a snatch of 125 kilos. Oh, there we go. He's equalled the Australian record in his first lift, and doesn't he look confident? Martin Leach, the Australian coach, will give him a big pat on the back. Лет сколько? 37. 37 лет вот здесь вот? Да. А зачем? Как зачем? Ну зачем? Машина работает. На 37 лет, зачем? Ну, 105. знаешь, Сейчас 105. здесь мне в тачке 155 колено выскочило. Это медицинский. Но я держу 55. Потом иду 160 на бронз медаль позиции. 2 раза я беру, толкаю, нога не держит. Посмотри, 155 сейчас. Я толкаю, все держу, но колено медицинский выскочило. Потому что на разминке что-то я чувствую, колено плохо. На левое колено. Потом приезжаю, я обратился. 160 уже бронз медаль. Вот сейчас, смотри, вот уже пошел, все. Менискус уже порвал. Но иду 160 опять. Что, 160 на бронзу хватало? Да, ногу даю, толкаю, не могу держаться. Нога не держит. На бронз медаль должен быть. Сейчас посмотрим. А в результате какими стали? А? В результате какое место? Шестое? Да. Но если я бы держал это 160, уже третий был. Вот сейчас смотри, вот 160. He has lifted 125 kilograms in the snatch. We saw that he had an injury problem at his previous lift and he's in trouble there. So Sarkisian in all sorts of trouble. It's going to make it hard for him now to get amongst the medals. His personal best in the clean and jerk is 168. So 160, and as Pat had told us in the previous commentary, he was in a fair bit of trouble before. Я сейчас Нику Влад, Дмитрий Клоков, сегодня мы пошли в зал, я приседал 160 без разминки. Ты потом на YouTube посмотришь. Уже без разминки. Уже без разминки. Да. Конечно, Ахпеш. Я до 2000... Я буду выступать до 2096 год. Это 200 лет на Олимпийских играх. Если не поверишь, ты можешь жить и посмотреть. Then we'll have a bit of like, sometimes I get physiotherapy done on my knees and stuff, or we use a sauna. So basically it's a full-time job. But we're probably lifting about like 20 tons a day. When I lifting,
I can't see anybody. If you put from my family from the me 2 meters, my girlfriend, some beautiful girls. Почему сын завязал? I don't Там listen to две anybody. I don't операции do Минска anything. I just look in the и две операции Кеннет. А сколько ему лет было, когда он завязал? 19 лет. В 19 лет 2 мениска? Два Минска и два Кеннет. Ну как вы так допустили-то? Из у него было 17 лет, 60 лет, там на 170. Так может и в этом-то и есть причина? Еще да, он быстро, очень быстро. Пошел? Потом начался. То есть торопиться не надо или как? Не то, что торопиться, у него было нетерпеливый, понимаешь? Кого не был? Терпеливый, чтобы... Нетерпеливый. Да, чтобы он постоянно хотел побольше. И вот я видел, что он легко поднимает, я не мог остановить его. Когда атлет хочет побольше, он чувствует. А когда он поднимает, потом, когда мышцы не готовы, понимаешь, начинают травму. Уже невозможно. Потом после этого я решил, что лучше, чтобы он не тренировался. А вот его сын, это уже чемпион мира, потому что Юрий Саркисян. И он видел, уже 5 лет, через 2 года он меня career tells the story of great driven man was nurturing another ambition for his son David to follow him into the limelight. Even as a 9-year-old, David Sarkisian was being hothoused. I want to hopefully be like at least Olympic champion. That's what I want. That's the main thing that I do want. Because my dad missed out. He got a second. I just want that 1 gold and that's it. You're my son, you're my blood inside. You can't go in anywhere. You should be go do what am I doing. You understand? Hands? Okay, go. The Sarkisians are small men with straight backs and incredible strength. There is a close bond here, but fragility too. Ask Jurek when he will retire, and he says never. One is one for me, and 206, yeah, exactly. This is for you, this one for you, brother. This one for me left. Now I show you how you take this. Что это такое? Yeah, I explain you. This is he give you for your head. Change your head? No change. give you relax or give you remember everything, whatever you have. He got more focusing, you know. All body, all fat, all stomach, whatever you have shit inside, you take it off. Короче, в переводе на русский это... Да. Это почему Юрик сегодня 160 присел. Да, and all everything is good. Проверено электроникой. Проверено, да. Но вы должны это выпить, когда утром. С горячей водой. Это зелень. Видишь зелень? Это зелень, специально зелень. Это надо выпить 1 раз. Все, завтра 170. И главное виски запить, да? Только виски. Виски, да? Рассасывается хорошо. Горячая вода. Он... Почему? Когда вечер, утро... Утром 1 раз, через 3 дня еще 1 раз. Утро... Когда начинает работать все? Сейчас скажу. Минутку. Это как мумио. Знаешь мумио? Да. Мумио. Я знаю мумио, конечно. Ну, знаешь, это 50 раз больше, чем мумио. Но у него что есть? Когда будешь жевать, ты вкус почувствуешь, что это. Это в горах специальный флаур есть. Это разве не какашки козьи? Нет, это очень высоких горах, они оттуда собирают каждый кусочек, понимаешь? И сделают вот это. So you have to take this one every day? No. Only sometime? If you feeling bad, take it. If you're not feeling bad, you don't need it. But see, I take it one, yeah? Maybe 2-3 weeks after,
One more. I take it one more. Or maybe some people have more than 80 years older, he take it every day. Because when you're losing memory, this is memory give more pressure here, you remember everything. But fat, body, or in stomach, whatever you eat, quick going out. This one is perfect. I take it ready, maybe 1 year. So that's why you're doing squat with tonight. Секрет раскрыт. Большой секрет, 160 Извини, брат, приседаний. извини, отпрыгнул. Чего, здесь тоже помост, что ли? Ну, штанга там. С такими потолками только вы здесь можете поднимать, мне кажется. Только здесь нормально, помост, вот штанга, риф и вот сами. Что за блины такие? Разные, элеко-то разные, буффало. Машину убираем и тренируемся здесь. Ясно. А эту машинку я вас не видел. Да, это... Симпатичная жопа. Да. Очень симпатично. Перед тоже очень симпатично. Ну что, на работу? Давай. Дали? Да. Пойдем посмотрим, что к чему надо делать. Only balcony left. How many? 4? And this side. Ну что, показывайте, что. Yeah. Hey. Hi, buddy. Hi, where you been? Видишь, вот это завтра вроде бы, блядь. Не надо ругаться, да. Вот лежал здесь. А мне кажется, ремонт и стройка без ругани невозможно. Да. Вот смотри, вот это второй этаж. Здесь кухня, брюхня, всякие. You haven't got a key, have you? Huh? You haven't got keys? Keys? Yeah. Which It's keys? gone and locked all the frigging doors on me. Downstairs, I think, is the Tory office. In the table there. Сколько такой дом стоит? 390 390 австралийских... долларов. 390 тысяч австралийских, да? Это сколько американских? Где-то 300. 300, да? 300, где-то 320. This exhaust, you have to cut it. Yeah. You Put flutes. don't put there, just leave it in the bunch. Yeah, make them and Yeah, then yeah. you'll Yeah. lay them down here. Yeah. Fucking tight here. They're all tight. All the doors, look. Look. Цемент бетона, вот видишь, вот так. Цемент бетона будет. Здесь все. Это новый дом, да? Да, уже будет опять двухэтажный. Все это. Но это другое сделаем. Сейчас у нас здесь есть подвал, здесь в машине парковка делает. Давай пойдем покажу тебе там. Для машин, да? Для машин. Гараж у каждого место отдельно. Смотри, допустим, один гараж здесь. А цветы для чего? Второй здесь. Цветы для чего, Ирик? Да, это самое. Будем, когда уже все закончится. А зеленеть? Да, зелень рядом. Что здесь так и будет? Деревянный забор, что ли? А? Или это времянка? Нет, это деревянный забор. Здесь... Не-не, я имею в виду тут Да, деревянный. да, это вот так. Да. Времянка или так останется? Нет, так остается. Вот так закрывается. Ага. Пополам здесь тоже, смотри. Вот так закрывается. Вот Ага. это одного. А, из я балкона выходит сюда. У каждого один такой. Я понял. И что здесь делать-то? Ну так, знаешь, здесь цветы вставляют, сидят, смотрят здесь. Здесь балкони. А балкони на этот самый. Вот так что сами. Глаз как будет? Стеклом. Стекло, да, стекло, вот такое стекло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, салам. Видишь, там наверху, там тоже закрывается. Да, Сейчас, да, да. Сейчас другое, я тебе покажу.
Григорина, Юрик сказал, если ты надумаешь переехать в Австралию, Юрик тебе сделает скидку. Скидку, да, скидку сделаю. Скидку сделаю. На 10%. 10%? Армянский вариант, что ли? Нет. Армянский вариант. 10% годовых. А еще и в кредит? Да, еще кредит. Че, куда дальше? Так, сейчас поедем в другой шоп. Наш. А механик шоп? Механик шоп. Ну, поехали. Там посмотришь машины, как там. Смотри, офсайд сколько машин и внутри сколько машин. Это уже готово. What's the name of your grandfather? Yuri? Yeah. He's weightlifter? Yeah. Like you? Yeah. I'm in the car just going. I'm in the car just What the name of this game? it's called GTA. GTA? Yeah, like I said last time. What's your name? Yuri. Yuri? Yeah. Что у нас сегодня на ужин? Стейк. Стейк. Понятно теперь, почему так много приседаете. Такой, Ну, так видишь? рубать-то, ё-моё. Конечно, надо вот так рубать. Красота. Кто хорошо работает, тот хорошо ест, да? Кризис на Ближнем Востоке, проблему беженцев Отлично. решить. Вот провел я сейчас с вами очередные там 2 дня. Ну, Вот смотрю, все у вас хорошо. хорошо имеешь в виду, Ну, что? все у вас вообще по жизни хорошо, все получается. Ну, я стараюсь, что сделаю, чтобы отлично сделал. Но у вас получается. Да, я не могу, если я поставлю какую-то цель, надо делать сегодня, я 100% должен сделать. Я не могу оставить чуть-чуть, чтобы завтра делать. Вот есть такие вещи, может быть, в спорте что-то осталось, что вот не доделали, что-то такое, прям вот гложет. И по жизни вот какая-то вещь такая вот, что-то, что начали, но не доделали, и вот жалеете об этом, вот жалко там. Знаешь, в спорте только я жалею, когда Московские Олимпиады 100% мог выиграть, я проиграл. 2,5 килограмма. Потому что опыта не было. И вот так дальше пошел. В 1984 году мог стать олимпийским чемпионом, но Советский Союз бойкот сделал. Ну, понимаешь, вот так прошли годы, понимаешь, иногда были моменты, которые я мог толкать 185. Я не мог к этому времени, я дотянула, и просто что-то не хватило, понимаешь? Может быть, психологическая подготовка, может быть, у меня были большие соперники, много, 2-3 человека, не один человек, один другое дело. И знаешь что, и я сделал мою работу, когда начал тренироваться, мою работу я сделал 100%. Я постоянно, я очень дисциплинированный был, очень такой, знаешь, целеустремленный был. Я когда приехал на сборы, уже готовый приехал. Не то, что приехал на сборов, начал еще готовить. То есть это была судьба ваша? Да, ну понимаешь, я не жалею, что, с одной стороны, жалею, что не стал чемпионом, а с другой стороны, не жалею, потому что очень долго прошел, понимаешь? Не каждому дано это, да? Не каждому дано, да.
Я каждый раз думаю, что сейчас в следующий раз буду, но 7 Олимпиад прошел, понимаешь, это уже кое-что тоже. Но в общем плане я рад. По жизни сейчас что хочется, что вот... По жизни сейчас я... Цель какая сейчас вот-то уже? Сейчас у меня цель только еще 10 лет хорошо заработать. Поработать, да? Да, работать вот 10 лет, потом просто сидеть, больше ничего не делать, посмотреть внукам. Вот Юрика знаешь, Саркисяна, мой внук. Я хочу, чтобы его занимался с ним по штангу, понимаешь? Знаю, штанга, тяжелый спорт, туда-сюда, но у него все есть, все данные. Он такой шустрый, такой, знаешь, такой целеустремленный, так много энергии есть, а его отца столько не было. А вот я хочу, чтобы вот через 10 лет я занимался с ним серьезно, чтобы ему его сделал олимпийский чемпион. Вы хотите, чтобы он за Австралию выступал? Вообще-то он не будет за Австралию выступать, он будет выступать за Армению. Серьезно? Да. В Австралии нету таких, как называется, чтобы условий на тренировке, сборов нету. В Армении он может стать, на моем школе будет, я тоже с ним уже пойду, тогда не будет никакого бизнеса. Я тоже с ним буду там сидеть, постоянно с ним буду вертиться, крутиться, чтобы он подготовился и выступал за Армению. У него армянский паспорт тоже есть. Мое желание, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Вот что я вот от этого жизни хочу. Если бы была возможность что-то изменить в своей жизни, да. Что бы изменили? Что уже произошло? Знаешь, это очень трудный вопрос. Это вопрос, знаешь, такой острый вопрос. Я бы хотел, честно говорю, я бы хотел сейчас было 20 лет моложе или 30 лет моложе. Ибо и где-то я что-то не успел делать, вот оттуда начал, заканчивал, чтобы достиг, что я хотел. От себя вот хочется, чтобы вы что-то пожелали им. Я только могу один вещь пожелать всех моих поклонников, да. И хочу сказать им, что если сегодня вы проснулись, надо этот день не потерять. Каждый день это трата. Если ты потеряешь, это трата. Потом, когда будешь уже заканчивать спорт или там уже будешь в возрасте, ты будешь жалеть, что почему я, допустим, 5 год назад я это не сделал. Или поленился, да? И да, это не имеет значения, что ты спортсмен или там какую-то работу делаешь, или какой-то бизнес делаешь. Надо успеть, честно говоря, успеть. Надо, кто раньше поднимается утром, тот долго живет и много делает. Кто поздно спит, поздно проснется, он ничего не успевает, потому что время короткое. Это я чувствую от моего опыта и хочу всем пожелать, чтобы все были, все достойно сделали свою работу, спортсмены и там бизнесмены, мои друзья, чтобы они потом не жалели, что они вот потеряли, допустим, 5 лет. После, знаешь, когда закончишь все это, когда будешь уже на пенсии, тогда уже можно отдыхать. А время, когда тикает, каждая минута, это очень дорого. Дорого не твою жизнь дорого, это дорого, что ты не успеваешь все сделать. Вот я сейчас думаю, иногда мне время, может быть, не хватит, чтобы я до конца, что у меня в мыслях есть, до конца я закончил этот самый бизнес, эту штангу, поднять моего внука. Вот есть такие какие-то вопросы, знаешь, надо заканчивать. Я иногда думаю, что я хочу выступать в 2096 году на Олимпийских играх, это 200 лет на Олимпийских играх. Но, думаю, иногда люди говорят, а ты столько будешь жить? Я говорю, ты не веришь, что я буду выступать? Он говорит, нет. Я говорю, тогда поживи, увидишь. У меня в целях другое, понимаешь? Я иногда хочу, чтобы долго жил, понимаешь? Я не боюсь от смерти. Я иногда чувствую, что я бессмертный, понимаешь? Я должен все успевать в этом жизни, помогать другим. Хочу, чтобы
мои друзья тоже были очень такие, знаешь, счастливыми, потому что, знаешь, о нашем поколении я всех телефон знаю, я всех звоню, всех найду. Я не могу просто не разговаривать, когда с ними разговариваю, у меня теплее становится сердце. И я счастлив этот день. Алло. Товарищ генерал, как дела? Конечно, нет, он с ними Мирзоян, если скажу, ты поверишь? Как дела, брат? Как откуда? Из дома, я Дима Николаевич, этим чемпион армянской войны 72 года. Моя сестра, видишь, моя сестра. Моя сестра, да. А это я. Как дела, брат? Да, ты где вообще сейчас? Хороший, очень старый. Да, ты не хороший, но очень старый. За тебя, брат. Да. Конечно, Ахмеш. Я буду выступать до 2096 год. Это 200 лет на Олимпийских играх. Если не поверишь, ты можешь жить и посмотреть. Нет, ты будешь, когда мы будем тренироваться, я буду выступать, а ты мне выведешь по мосту. Окей, договорились. Договорились? Далее. Чао.